президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенков в нашей студии. Ростислав Владимирович, продолжаем. И давайте зайдем теперь на этот холм, такой вот этот холм проблем, метафорически, на который мы зашли со стороны Украины, зайдем со стороны Соединенных Штатов Америки. У меня был к вам вопрос относительно того, что, на ваш взгляд, происходит в этом облаке, пиар-облаке, собственно, в самих Соединенных Штатах. Ваше мнение? Очень много всего всплывает не только относительно Украины, а вообще относительно репутации Соединенных Штатов Америки в их политической деятельности за последние даже не 5-10 лет, а последние лет 20-30, а может быть даже 50, и уходим туда, в начало 20 века. Илон Маск публикует и репостит самые разные, такие, я бы сказал, признательные новости относительно роли USAID и финансирования самых разных революций, заговоров, чего угодно. И Дональд Трамп фактически прямым текстом заявляет о намерении рассекретить самые разные тайны Соединенных Штатов Америки. То есть выворачивается, по сути, наружу все грязное белье, какое есть у американцев за последние много-много лет. И про 11 сентября говорят, и про многое другое. У меня вопрос вот какой. Ведь это страшные репутационные потери для Америки. Она их уже несет, очевидно. Имиджевые потери такие, которые не позволяют вообще доверять США как не просто как стране, а, я бы сказал, как такому единице, одной из главных единиц вообще в мировой геополитике. Это путь к победе для Трампа. Зачем, на ваш взгляд, они это делают в таких масштабах? Потому что компрометируется все. Понятно, что USAID, да, про них уже все сказано. Но ведь не только. Помните, что сделали большевики в 17 году? Они опубликовали все секретные договоры царского правительства. Это был серьезный репутационный ущерб. Причем не царского правительства, а их. На будущее, как можно публиковать секретные договоры. Но они тем самым продемонстрировали, что они сторонники другой политики. Они потом сами заключали секретные договоры. Буквально начали заключать их уже через год-другой. Отмежевались, то есть? Мы не они? Нет, они просто сказали, мы так себя вести не будем. У нас секретных договоров не будет, потому что мы представляем народы, а у народов секретов нет. Но потом начали заключать секретные договоры. Но они сделали такой вот шаг и показали, что не другие. Они не так ведут. Помните, что говорил Гайдар во время проведения своих экономических реформ? И его команда это повторяла. То есть это не только он говорил, там буквально хором произносили. Значит, они говорили, что мы должны провести как можно быстрее, неважно какую приватизацию, но как можно быстрее, пусть она будет грабительской, любой, для того, чтобы закрыть путь назад к коммунизму. Значит, чтобы у людей появилась собственность, которую у них можно отобрать, и чтобы поэтому они не хотели потом возвращаться назад. Потому что пока у них нет собственности, пока они маргиналы, они все время будут голосовать за коммунистов. Но у них есть собственность, которую у них могут отобрать коммунисты. Вот тогда они будут голосовать против. И он оказался прав, кстати. Значит, Гайдара не любят, но дело его живет. Вот в перестройку, когда либеральная интеллигенция дорвалась до свободы слова, что они начали делать? Они не просто стали вскрывать бывшие советские язвы, они стали вскрывать их гипертрофированные и даже врать. То есть до сих пор, кстати, матерые сталинисты, значит, используют термин, там миллиард расстрелянных лично Сталину. Ну да. Значит, хоть, репрессии были, они были незаконны, погибла масса людей. Значит, неважно, там 600 тысяч, миллион, 2 миллиона. Значит, это огромные цифры. Значит, и это, безусловно, преступление. Но вот то, что тогда, те цифры, которые озвучивались тогда, 10 миллионов, 20 миллионов и так далее, гомерические. Больше, чем в войне, говорилось. Да, они позволяют сегодня ставить под сомнение вообще любую негативную оценку деятельности Сталина. Значит, но они тогда своей цели добились. Тогда они хотели скомпрометировать в глазах населения Советский Союз в целом. Не просто там Сталина, Ленина, марксизм, коммунизм. Они хотели скомпрометировать Советский Союз в целом. Это страна, которая вот так живет, она по-другому жить не может. Она только убивает и грабит, и все. И делает это миллионами. И они тогда добились своей цели. Потому что, когда разрушался Советский Союз, его никто не вышел защищать.
То есть народ сказал, зачем мы будем защищать эту страну? Построим новую, хорошую. Вдруг нам это не надо. Она же ужасная была. Да, нам это не надо. То есть, когда вы говорите, что огромный имиджевый ущерб, конечно, огромный имиджевый ущерб. А когда Хрущев разоблачал Сталина, Советский Союз не понес имиджевый ущерб? Понес. Значит, но задача эта заключалась в том, чтобы укрепить позицию уже новой группы. Причем не Хрущева даже лично, а партийной бюрократии, которая не желала возвращения к управлению при помощи репрессий. Хотела жить спокойно. Значит, и она хотела, чтобы вот эта вот репрессивная методика ужаснула общество и больше не применялась. Значит, потому что в первую очередь подали под нее они. И им было что терять. Потому что в тех условиях, в которых жил тогда, там, допустим, какой-нибудь шахтер, да, для него лагерь где-нибудь на Колыме отличался от места его жительства только климатом. И не всегда в худшую сторону. Значит, вот, хотя в основном в худшую, конечно, но не всегда. Значит, а так как жила партийная номенклатура, им, конечно, было что терять. Очень много было что терять. И поэтому соответствующие, кстати, предпринимались шаги. И я не могу сказать, что там все время говорят неправду. Чаще всего говорят правду в таких случаях, при разоблачениях. МАЗ же говорит правду. Вот. Да, они наносят урон, но у них какая цель? У них цель не допустить никогда возвращения демократов к власти. Значит, там борьба идет не на жизнь, а на смерть. Значит, они дважды уже или трижды стояли на грани гражданской войны. Именно на грани горячей гражданской войны, на грани стрельбы. Они находились очень близко к этому. Они, безусловно, не хотят стрельбы и развала Соединенных Штатов. А ситуация там очень непростая. Вот смотрите, Байден приходит к власти, Трамп говорит, у меня украли выборы. Техас заявляет, что он начинает процедуру выхода из Соединенных Штатов. Трамп приходит к власти, Байден вообще ничего не говорит. Но Калифорния начинает процедуру выхода из Соединенных Штатов. Да, она не выйдет. Но капля ж камень точит. То есть они показывают друг другу, что мы не можем жить в одной стране. И пока что они пытаются мирным путем добиться полного доминирования и не допустить возвращения своих оппонентов к власти. Точно так же, как Байден пытался не допустить возвращения к власти Трампа. И для этого они демонстрируют, значит, вопиющую коррупцию. Ну, что об этом не знали республиканцы в первый приход Трампа к власти. Знали, конечно, как работает USAID, знали, а по-другому она работать не может. Если вы хотите влиять мягкой силой, то вам нужна поддержка населения. Вам нужны неподотчетные деньги, в первую очередь, которые вы можете раздавать тем, кто будет для вас обеспечивать поддержку населения. Когда у вас масса неподотчетных денег, вы обязательно что-то украдете. Потому что их просто очень много. И когда через вас проходят такие суммы, то рано или поздно, не вы лично, хорошо, придет другой украдет. Вот. А когда все вокруг начинают воровать, то в таком случае в этой системе все равно там, не ворующему уже места не будет. То есть по-другому она работать не может. Она изначально заточена на коррумпирование тех, кому вы даете деньги. А коррумпировать, не коррумпируя саму, практически невозможно. Вот. Поэтому, кстати, именно поэтому в России самая система мягкой силы во многих вопросах дает сбой, потому что в России становится четкая отчетность. И поэтому в России многие даже не стремятся получать гранты. Потому что получить грант — это получить головную боль. Значит, российские спецслужбы, значит, зачастую не располагают неподотчетными суммами. 3 рубля на подкуп президента найти не могут. Да? Значит, вот, потому что в России стояла другая задача — победить коррупцию. И с ней боролись путем ужесточения тотальной отчетности. Значит, а в Соединенных Штатах стояла противоположная задача — коррумпировать всех, кого можно. Значит, они плодили коррупцию у себя и за рубежом. А кто, собственно, научил постсоветскую бюрократию откатам и всему остальному? Они не знали вообще, что это такое. Их научили американцы, американские советники. Все эти коррупционные схемы, которые работали на постсоветском пространстве, не принесены из Соединенных Штатов. Именно для того, чтобы коррумпировать местную бюрократию, чтобы, значит, создать соответствующие системы, управляемые уже тогда опосредованно. Не напрямую, как многие думают. Там никто не звонит и не говорит, сделай так, сделай. Значит, управляемые опосредованно из Соединенных Штатов, потому что оттуда идут деньги. Они эмитенты доллара. Они могут контролировать долларовые потоки. Они могут в любой момент разоблачить
любые ваши махинации, потому что они точно знают, куда какие доллары поступали. Вот поэтому они так беспокоятся по поводу возможной дедоларизации или идущей дедоларизации всего мира. Так вот, они прекрасно знали, что USAID — это огромная коррупционная кормушка. И поэтому они тут же вытащили на свет Божий, потому что там рыло в пуху у всех. У всех, кто ей руководил, кто мимо проходил, кто деньги давал, кто в Конгрессе голосовал там, и так далее. Это огромные деньги, которые совершенно неподотчетны. И все прекрасно знают, что большая часть денег оставалась в Соединенных Штатах. Если она не уходила за пределы Соединенных Штатов, она оставалась в Соединенных Штатах. Или она тратилась на американцев, которые ехали туда работать советниками там, и так далее. Значит, точно так же, как любая американская помощь. Значит, если 50% осталось в Соединенных Штатах, то это плохой результат. Обычно должно оставаться 60, 70, 90 там, и так далее. И только какой-то маленький ручеек должен утекать за пределы. То есть все это прекрасно знали. Сейчас надо показать, что демократы обворовывали американский народ. Помните, с чего начинал Навальный? Значит, он начинал, я имею в виду свою, так сказать, активную уличную уже деятельность, так сказать, революцию. Он начинал с того, что научил школьников кричать: «Где мои налоги?». Значит, народ очень трепетно относится к своим деньгам. Он вносит на копейку, получает на рубль от государства и требует на 1000. И считает, что ему мало все равно. Любой народ. Значит, у американцев это вообще в крови. Мы к этому еще только недавно пришли. Вот, потому что у нас несколько поколений выросли в контролируемой экономической системе, где деньги имели специфическую функцию, и много денег, в принципе, невозможно было иметь, да и не нужно было, потому что на них ничего нельзя было купить. То американцев, в принципе, в крови. Куда делись народные деньги? Куда делись деньги налогоплательщиков? И показывают, куда они делись. Да, они показывают, кто их воровал. Они показывают. И самое главное, что люди, которых еще не показали, прекрасно понимают, что если они будут сейчас выступать против Трампа, то их фамилии там появятся. И на них дадут показания. Ну, с этой точки зрения, то, что происходит сейчас в отношениях между США и Украиной, где они тоже прямым текстом, тот же Такер Карлсон просто неистовствует во всех своих сейчас выступлениях, где прямым текстом обличает Украину как коррупционное государство, называет Зеленского чуть ли не террористом и так далее, и так далее. То есть они делают то же самое и по отношению к Украине. Ее дезавуируют, грубо говоря, ее лицо, и в свете отношений Украины с предыдущей администрацией. Не только в свете отношений Украины с предыдущей администрацией. Я вам уже говорил, что им Украина как таковая не нужна. Они не хотят за нее отвечать. То есть это публичный отказ? Они сразу показывают, говорят, этот байденовский проект, он его провалил, мы за это не отвечаем. А вообще они такие же коррупционеры, как Байден. С кем поведешься, то и наберешься. Поэтому чего мы будем с ними там возиться? Конечно, мы им будем помогать там против России, потому что, что ж поделаешь, уже же как приручили, да? Так, без фанатизма будем помогать. А вот Европа? Да, и платить за это должна Европа, потому что это европейская проблема. А что касается того, что они там подрывают свой, кстати, имидж в мире, будете сильными, и вам не надо беспокоиться об имидже. Великобритания лгала, обманывала, подкупала на протяжении столетий. И все об этом знали. Все знали, что англичанам верить нельзя. Но все брали у них деньги, и все с ними работали, потому что больше денег взять было негде. Деньги были нужны. И потому что еще Британия была сильной. Когда Британия стала слабой, у нее стали ноги вытирать. Да, и что ли еще будет, называется. Кстати, о том, кто был сильным, а был слабым, премьер Японии ужесточил риторику по претензиям на Курилы и продолжает ее ужесточать, и продолжает говорить, там сейчас праздновался День северных территорий, так называемых, и продолжаются разговоры о том, что, в данном случае речь идет о премьере Японии Сигеру Исиба, который ужесточает риторику и впервые за 7 лет заявил о планах закрепить принадлежность всех 4 островов. Понятно, что все это декларации, но, тем не менее, это Япония, хотя, все-таки это уже не та Япония, которая была там 10, 20, 30 лет назад, а риторика осталась. Да, чего не должна меняться? В Японии произошла революция. Экономический спад идет. И что? Это их политическая позиция, что острова принадлежат Японии. Они, понимаете, это позиция, которая занята сразу же,
еще в 1946 году или в 1947. Буквально сразу после подписания капитуляции, после подписания, как он, господи, забыл название этого договора, который американцы с японцами подписывали, ну, неважно. Вот, японцы сказали, ну да, мы отказались от прав на Курильские острова и Сахалин. Но вот эти острова, которые вы называете Малой Курильской грядой, мы называем по-другому. И от прав на них мы не отказывались. Мы их считаем там частью префектуры Хоккайдо. Там. Поэтому это острова, это наши острова. Вот. А мы считаем, что вы их оккупируете. Значит, у нас диаметрально противоположные позиции. Мы когда-то пытались урегулировать с японцами вопрос, и долго, кстати, пытались. И до сих пор эта тема, ну как, сейчас Россия отказалась от всех протоколов, подписанных по поводу передачи возможной Шикотану, и Турупа, и Хавамаи, Японии в обмен на подписание мирного договора. Да. Вот. Но в принципе, там же обсуждалось 2 острова, 3 острова там, и так далее. Значит, СССР передаст, Россия обсуждала эту тему тоже. Совместное использование обсуждалось. Да, и в принципе готовы были идти на компромисс, на передачу островов частично, там, полностью. Это было возможно в ходе переговоров дальнейших. Но у Советского Союза было одно жесткое требование. Значит, Япония должна стать полностью нейтральной, базы США должны уйти с японской территории. Значит, Япония этого сделать не могла, поскольку она фактически была страной, оккупированной Соединенными Штатами, выполнить это требование. Вот в это все упиралось, и поэтому найти какой-то компромисс было невозможно. Потому что, по большому счету, мы бы передавали бы острова не Японии, а Соединенным Штатам. Значит, там бы против нас бы разворачивалась бы военная инфраструктура. Ну, это глупость в таком случае что-то передавать, да? Потому что, конечно, там можно сказать, что клочок территории, значит, он ничего не стоит из-за по сравнению с какими-то там крупными политическими, экономическими, долгосрочными проектами, которые принесли бы нам там значительно больше пользы и влияния в регионе там, и так далее. И да, можно было бы, значит, многие страны идут на такие обмены. Значит, но это действительно должен быть выгодный обмен. А то, что нам могла предложить Япония, это, ну, мы вас будем любить, а вы отдайте территорию. Не суверенная Япония при этом, да? Мы к вам будем хорошо относиться. А да, американские базы, может быть, здесь будут, потому что мы ничего не можем сделать. У нас договор с Соединенными Штатами. Но мы-то вас будем любить. И торговать даже с вами будем. Ну и ладно, так они и так торгуют, потому что есть товары, без которых они не могут обойтись, и поставить их можем только мы. А там, где не торгуют, ну, переживем тоже. Потому что, опять-таки, Япония давно перестала быть незаменимой там, и в сфере электроники там, и так далее. То есть нет ничего такого, что могли бы предложить японцы, что не могут предложить все остальные. Ну, да, но новую тему мы уже начать не успеем, поэтому короткий вопрос. Ну, бицепс-то у Японии не тот уже, чтобы так заявлять? Или все же... Я вот к чему. Ну, понимаете, в чем дело? Россия была мощной империей, потом она рухнула, значит, не довыиграв Первую мировую войну, а до этого, кстати, проиграла Японии, будучи значительно сильнее Японии. Проиграла Японию русско-японскую. Да. Значит, потом был Советский Союз, он был слабым, потом сильным, потом развалился, когда был сильным, опять-таки, а не когда был слабым. Сейчас Россия, она была слабая, сейчас сильная и находится на подъеме. Но откуда японцы знают, что будет с Россией через 10, 20, 30, 40, 50, через 100 лет? В мире все время идет борьба. Кто-то усиливается, кто-то слабеет. Всегда главное заявить свои претензии. Лишним не будет. Да, а потом посмотрим, вскрытие покажет. Ростислав Владимирович, спасибо вам большое. На этом, наверное, уже новую тему начинать не будем, поскольку время наше подошло к концу. Президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Владимирович Ищенко.